When I first began singing, it was because I felt as though God wanted me to provide a service to people for healing. Когда я начала петь впервые, то я чувствовала, что Бог хочет, чтобы я пела и несла людям исцеление. And it was clear to me somehow that it was through music that all of this would happen. И мне было совершенно ясно, что именно через музыку и пение все это может совершиться. So I was instructed to begin gathering groups of people and just allow my voice to do whatever it would do. Поэтому мне были даны инструкции, что я должна петь для групп людей и вот именно через голос передавать им все это группам. Also, I remember all of my past lives, and I had a past life in Lemuria. А наряду с этим я помню все свои прошлые жизни, и вот одна из прошлых жизней моих была в Лемурии. Lemuria was a very large continent. Лемурия была очень большим континентом. It was all of the Americas, down to Peru, over to Hawaii. Это охватывало всю территорию сегодняшней Америки и вниз до Перу, и охватывало Гавайские острова. And it was a very lush continent with lots of green, lots of big trees, flowers, very beautiful. Очень красивый, очень зеленый континент, очень много больших деревьев, прекрасные цветы. The people were very small, Люди dark были skin, невысокого роста, у них была темная кожа, brown eyes, straight hair, прямые волосы, карие глаза. and they were by nature very happy and very playful. И по своей природе они были очень счастливые люди, очень любили игру, легкие такие в жизни. I guess I would say that they were very childlike in their way. Я бы сказала, что они были похожи по своему поведению, настроению на детей. The group that I was living with in Lemuria was about maybe 2,000 people. Я жила, вот была целая отдельная большая группа людей, как бы такое поселение, около 2000 человек, вот я принадлежала к этой группе людей. And our language was pure sounds. И наш язык это было чистое сочетание звуков. We didn't have a language such as we do now. All countries now have languages that separate and segregate words and situations. Не было языка тогда такого, как сейчас современный язык для многих стран, когда отдельные слова, когда все разделено, и языки все разные, то есть это разделяет людей. Тогда этого не было. Our languages separate our thoughts and our feelings from each other. Наш язык, его назначением было просто отделить наши мысли от чувств. And in the Lemurian language, pure sounds are made to express an experience that a person is having. А в Лемурии вот эти чистые звуки, которые издавались людьми, это просто было для выражения чистой сути каждого человека, для того, что он хочет сказать. So that the thoughts and the feelings are merged, and it's an experiential, holographic type of communication. То есть в том языке мысли и чувства были соединены. Это своего рода голографический язык. I would say it's communication of the heart. Я бы назвала это общение сердца. Общение на таком языке было общение сердца. People, I would say Это были people люди, who had the ability to use technology, but люди, chose to be more organic. которые обладали способностью использовать технологии, у них были все эти возможности, но они предпочитали жить более естественной жизнью. The technology was more developed through the voice, through sound. Потому что техника, которой они пользовались, вот она как раз включала элемент использования голоса, использования звука, Using vibrations. использования вибраций.
There's several civilizations coexisting at the same time. В то время одновременно сосуществовало на Земле несколько цивилизаций. When I'm speaking of the Lemurian people, I'm speaking of the people who were native to this planet. Когда я говорю о лемурийцах, я говорю как бы о народе, который тогда был аборигенным народом для нашей планеты. But for example, the tall people that you speak of, my culture was very tall. We came from another planet and colonized with Lemurian people. Но наоборот, я хочу сказать, что вот вы говорите о высоких людях, представителях других цивилизаций. Они были действительно. И я хочу сказать, что мой народ как раз, я принадлежу к народу вот очень как раз высокий народ. Но мы пришли из других планов космических тогда на Землю. А лемурийцы это были аборигенные народы. Вот она говорила о лемурийцах. My colony came from Orion, and we were still immortal beings. We were approximately 12, 14 feet tall, much more ethereal, not so dense in our form. А вот та цивилизация, к которой я принадлежу, мы пришли с Ориона. Рост, это очень высокие были люди, рост 12-24 фута, это порядка, сейчас я скажу, 3, наверное, 5 метров тогда. Это были действительно высокие люди. There were 12,000 of us who came, and we came in a group Mer-Ка-Ба. 12 тысяч таких нас тогда прибыло на Землю. Мы прибыли вот в таком световом теле света, который называется на языке древних Мер-Ка-Ба. Это была групповая Мер-Ка-Ба, групповое поле энергетическое. And when we first came, the people thought we were gods, but we explained that that wasn't true. Когда мы прибыли на Землю, местные люди думали, что мы и есть боги, но мы объяснили им, кто мы, что это не так. And also, during part of the time of Lemuria, there was also Atlantis, and the people there were also very different from the И Lemurians. одновременно с Лемурией был такой период, когда сосуществовала уже и Атлантида, и там люди были, они отличались от лемурийцев, это были совсем другие люди. I was part of 12,000 people who came in a Mer-Ка-Ба from Orion to Lemuria, and then colonized with other Lemurian people, with the Lemurian people. So our colony went from 12,000. We broke up into groups and went into other Lemurian colonies, and usually of about 2,000. Right. Right. Значит, она, чтобы стало ясно, она говорила о том, что они прибыли вот в этом групповом энергетическом поле Мер-Ка-Ба, 12 тысяч человек, а дальше они разделились как бы на отдельные колонии. И вот в колониях этих уже, когда они жили обособленно, вот там они жили и одновременно жили совместно и сосуществовали с аборигенными лемурийцами, о которых она рассказывала раньше. We didn't believe in overpopulating one area, so we made smaller groups so that it would be more gentle for the earth. Они не хотели делать слишком большое такое сверхпоселение из 1000 людей, поэтому из 1000 тех, которые прибыли все вместе. Поэтому они хотели, чтобы это было не вторжение слишком такое резкое для той окружающей среды. Они разделились вот на эти небольшие группы и поселились среди аборигенных народов, чтобы, естественно, влиться в природу и окружающую среду Лемурии. Because we believed in being organic and working with the earth so that things were in harmony and balance. Поскольку их основная вера и образ жизни был жить как можно более, как они говорят, органической, то есть естественной жизнью, близко к Земле. Вот для этого так было сделано. Originally, from my planet, there were 3 cultures, and we were at war. 2 of the cultures were at war with each other, and basically we were destroying our planet. And so we left because we knew we weren't going to have a home much longer. And we went to various places looking for the right home, and decided that Earth was our best choice. Тогда на Орионе, откуда прибыла их большая группа, было 3 культуры. И 2 культуры, они враждовали друг с другом. И было у них
опасения, что они могут, во-первых, разрушить окружающую среду планеты. И вот они искали место на других планетах, куда можно было бы переселиться. Они хотели продлить свое существование в более приятных условиях. И вот они выбрали Землю, считая, что здесь они могут существовать близко к природе, живя естественной жизнью. We were much more in energy form than we were in physical when we first came. And slowly, as we tuned to the planet, we became more and more. Сначала они прибыли в менее плотном теле, они были больше энергии, чем плотью. Но поскольку они жили на Земле, то постепенно они все больше и больше, настраиваясь на нашу планету, превратились вот в настоящих людей, то есть приобрели вот это настоящее физическое тело. What I do know is that before, many of us went to Atlantis at one point, and when we went, we left behind coated crystals that we buried in the earth to be Этого found я не later. знаю, но я знаю, что когда вот было переселение с тонущей Лемурии на Атлантиду, многие из нас, точно так же, как и другие, переселились на Атлантиду, а там где-то мы оставили закодированные кристаллы в земле. Но вот насколько это найдено и что об этом известно, я не знаю. A lot of people did, and some people Многие decided to люди stay знали. anyway. И все равно они решили остаться. То есть, But many of us Но многие из нас decided to leave. There were huge underground tunnels Но многие that went решили to different places in уйти. the world. Тогда было сделано очень много подземных и подводных тоннелей, которые вели в самые разные точки Земли. And many of the people migrated away from the areas that they thought were going to be the biggest problems. И многие люди просто мигрировали из тех регионов, где они считали будут самые вот сильные бедствия. That's why you'll still see some of the the people from not ancestors, but what is it? Descendants. That's why you'll still see some of the descendants of Lemurian people in far different places. Egypt, there are many people there. Peru, Hawaii. I mean, it's very Именно interesting. поэтому они вот так вот рассеяние шло лемурийского народа. И именно поэтому потомков лемурийцев можно встретить в самых разных точках Земли. И в Египте их было много, на Гавайях, в Перу. Вот они таким образом туда мигрировали. Also, many of the Atlanteans fled to the area where now we call it Egypt. И очень многие атланты тогда переместились в тот район, который теперь мы The называем Lemurian people filled with soul. Just У лемурийцев как раз душа была огромной. Это может быть больше от атлантов уже потом стал перекос в сторону там левого полушария, а для лемурийцев это совсем было не the way you can tell the difference is if they're very feeling. И всегда можно эту разницу понять, насколько у человека развиты чувства. You can't have a lot of feeling, I don't believe, unless your soul is present. Я считаю, что если у вас душа не присутствует, то вы не можете иметь вообще чувства и много чувств. Вот это один из знаков того, а у них это все было. I'd rather be back in Lemuria. Если говорить лично обо мне, я бы хотела вернуться в Лемурию, жить в Лемурии. Вот мой ответ. Я считаю, что да, идет деградация. It was a time of much more innocence. Это было время гораздо большей чистоты и невинности души. Where people were still so connected to the earth and to God И люди были настолько связаны с землей и с Богом, that there was great harmony. что была величайшая гармония тогда. I think that we still have a soul and that we Я думаю, что у нас до сих пор есть душа. can still create the harmony and the peace Я now. думаю, что мы и сейчас можем вновь создать, сотворить гармонию и мир. But I think in order to do this, Я we'll думаю, have to reconnect to the earth and more importantly, reconnect to God deeply. но для этого, я думаю, мы должны вновь восстановить свою связь с Матерью Землей и, что еще более важно, с Богом.